Теперь мы с вами выходим к парадному въезду в Императорский дворец Хогвартс. Тот самый дворец власти, величия, политического влияния. Мы сегодня собрали резиденцию Шомбру. Мы с вами видим зимнюю Хогвартс. Мы с вами видим раскопки римского поселения. Давайте ставим сюда. И эти раскопки нам показывают, что Вена – это очень древний город, что это город, который был заложен еще в первом веке нашей эры, когда именно здесь, на высоком берегу Дуная, появляется римский военный лагерь Виндабона. Лагерь, который насчитывал 6 тысяч солдат, а поселение вокруг этого лагеря насчитывало 30 тысяч человек. Да? Так что согласитесь, что даже по сегодняшним меркам, да, хороших размеров город. Да. Археологи работали здесь в 90-е годы 20 века. Их деятельность вызвала огромный интерес у местных жителей, у туристов. Поэтому, когда раскопки закончили, то решили вот таким вот образом увековечить площадь, показать преемственность времени, показать, что Вена – это древний город. Здесь под куполом Императорского дворца сетка от голубей. У нас, видите, голубей сначала выгнали, теперь лошадок выгоняют. Вот. А мы с вами видим портрет вот этой красавицы. Это и есть та самая Елизавета Баварская. Необычная женщина в австрийской истории. При росте 1,72 м, это до сих пор выше среднего, а речь идет о 19 веке. Ее вес не превышал, да, очень стройная, 50 килограмм. Талия, корсет была в прямом смысле слова в обхват. Чтобы поддерживать такую фигуру, она активно занималась спортом. Плаванием, фехтованием, конной ездой. На одну только укладку прически, а волосы у нее были до пят. Она в день тратила 3 часа времени. Она путешествовала под вымышленным именем. А под вымышленным именем, это значит без охраны. А на берегу Женевского озера она из Женевы должна была плыть к Ротшильдам, поэтому тоже инкогнито своего рода. А он вычислил, потому что у нее была настолько характерная внешность, что второй такой... Он ее узнал. Он догадался, что это императрица австрийская, точнее не столько он, как газеты догадались, и об этом написали. Вот, и все, и он воспользовался ситуацией. Она была только с фрейлиной. У него даже оружия не было. У него был напильник, который он от нечего делать все время затачивал. Вот такая заточка. И он нанес ей всего лишь один удар. И несмотря на то, что у нее ребра, корсет, удар пришелся прямо в сердце. Она вначале ничего не почувствовала, упала, встала, тряхнула платье, сказала: ой, он меня только ударил, своей фрейлине. И они пошли на корабль. Когда она села на корабль, то там потеряла сознание. Все решили, это потому что сильно же шнуровано. А как раз вот эта шнуровка, она сдерживала. Помните, как у Конан Дойля, вот этот солдат-то, да, то есть он его проколол, так и тут тоже вот это все держало. И когда они расшнуровали, то вообще брызнула кровь, и, в общем, пока корабль разворачивался, на берег снесли только тело. Да, вот. Необычная женщина. Я к чему? Что времени-то на управление государством не было, а музей посвящен именно ей. Двор императорского дворца Хофбург. И если мы дословно будем переводить с вами название дворца Хофбург, то оказывается, что вовсе-то он у нас с вами не дворец, а придворная крепость. Бург – это крепость. И действительно, 640 лет правили Габсбурги в Австрии, и все 640 лет строился, перестраивался их императорский дворец.
когда его начинают строить в 13 веке, то о строительстве дворцов и речи не могло идти. Строили тогда мощные укрепленные крепости. Боясь, что Наполеон заберет у него эту корону, император Франц упраздняет Священную Римскую империю и провозглашает Австрийскую империю. Именно поэтому здесь на памятнике он изображен в одежде римского императора, чтобы показать преемственность времени, чтобы показать, что он был императором Священной Римской империи. Это нарядное платье Европы. Точно, очень красиво сказано, да. Да. Так вот, дорогие мои, мы с вами вышли на самую большую площадь города. Площадь Героев. Хельгенплац. Такое название эта площадь получила благодаря двум памятникам, двум выдающимся героям. С левой стороны это Евгений Савойский. Оджень фон Савой. Это человек, который воевал против османов, который со своей армией, вот помним, дойдет до Белграда. Мы Венгрию освобождали, а он до Белграда дошел. И памятник ему стоит на фоне нового крыла императорского дворца Ховбург. Посмотрите, какая красота, какая громада. Представляете, как я вас удивлю, если скажу, что в этом крыле императорского дворца Ховбург никто из императоров так никогда и не жил. Дело в том, что когда это здание будут строить в конце 19-го, начале 20 века по проектам Земпера и Хазенаура, то император будет уже очень пожилой человек. Это Франц Йозеф, муж Сиси. А император Карл, которого мы в церкви видели, он, конечно, будет молодой, энергичный, но станет императором в годы Первой мировой войны. Поэтому ему тоже не до переезда. А Первая мировая война, как вы помните, закончится крахом аж 4 монархий. Так что помимо российской перестанет существовать османская, германская и вот, да, австро-венгерская. Так что нет больше императора и некому больше жить в этом дворце Ховбург. Мы с вами вышли к церкви, которая называется церковь Миноритов. Минора – это братья наши меньшие. А с кем у вас ассоциируются братья наши меньшие? С животными. Точно. А у австрийцев это итальянцы. Эта церковь, она принадлежит итальянской национальной общине. Миноры – это было ответвление ордена францисканцев. То есть был такой нищенствующий орден францисканцев, и в каком-то вот периоде решили, что понятие нищенствовать это по-разному трактуется. И у нас были меньшевики, то есть тех, которых было меньше. И они все монахи, братья. И вот эти братья меньшие создали свой вот этот орден миноритов, братьев меньших. Поэтому и появляются итальянцы как братья наши меньшие. А в Вене вообще существует культ кафетериев. Считается, что побывать в этом городе и не выпить чашечку меланж – это все равно, что не почувствовать атмосферу города. У нас даже один австрийский критик так написал о Вене. Вообще, что такое Вена? Вена – это город, построенный вокруг кафетерия, где все население только и делает, что пьет кофе да читает газету. Так и кафетерии у нас тоже, по большому счету, были вот разделены на сословия. Кстати, как красиво, да? Красиво, прям автобус на царстве. Тесла. Да, Тесла, да. У нас хотят к 2050 году, чтобы в городе не осталось ни одной машины не электрической. А что делать тем, у кого есть обычная машина? Вы знаете, К этому году она, наверное, уже придет. ну да, и дальше, чтобы только были электрические. То есть они ограничивают, собираются въезд в город, да, то есть обычных машин, не электрических. Вот, то есть вы даже, получается, вот на паркинге у нас тут это, этого не поставите. А почему так много дизельных автомобилей в городе? А потому что раньше дизель был дешевле бензина.
и все покупали дизельные машины. Сейчас дизель, в общем-то, практически вырос. То есть раньше бензиновые автомобили стоили дешевле, чем дизельные, но дизель стоил дешевле, и люди покупали дизельные. Ну а сейчас вот хотят всех на электро пересадить. Ну а мы с вами подошли к так называемой чумной колонне. Чума – это был страшный враг для Европы. Ну что, как жители города? В одной из таких эпидемий умерло треть жителей города. В чем причина чумы, люди не знали. И поэтому единственным, так сказать, лекарством называли молитву. Поэтому колонна здесь, посмотрите, состоит как бы из 3 частей. Внизу – это земная жизнь, наверху – это небесная, а посередине, как посредник между небом и землей, изображен коленно преклоненный император Леопольд. Вот где вы еще увидите императора? Да. Нигде, правда? Но все-таки правильное название этой колонны – это колонна Святой Троицы, потому что, конечно, никто бы чуме колонну бы ставить не стал. Поэтому наверху изображение Отца Бога, Сына, Святого Духа. Да, видите, дальше облака, как символ победы, жизнью над смертью. И в основании колонна у нас тоже имеет 3 угла, которые оформлены основными коронами, гербами частей Австрийской империи. Мы с вами доходим до действующего кафедрального, католического собора святого Стефана, Степана, как сказали бы мы. Собор, который строился столетиями, который на этом месте был заложен еще в 12 веке, еще в 1137 году. Да? От той, правда, небольшой деревянной церквушки мало что сохранилось. Thursday gonna be similar. I'm gonna give you the red liquor, and Thursday you can have the не можу вичити, що концертувати. Hi guys, all right tonight.